в городе Краснодаре. И сейчас Лариса, наша соратница, единица, сделает обращение о психотерроре, который в отношении нее совершается. Магнитные волны, инфракрасное излучение, рентгеновское и еще много видов, потому что оно все разное и разное. Только от одного что-то найдешь защититься, они другое применяют. Ага. Таким способом они убивают, хотят избавиться от пенсионеров. Разрушают семьи. Дочь прозомбировали, вызвали у нее агрессию ко мне. У меня в Анапе квартира, я там проживаю. Здесь дочерина была квартира. Я приезжаю сюда, они селятся здесь сверху. В Анапе тоже надо мной поселились все-террористы. Угу. Ну, Это процесс, он как? Что это, как микроволновка? Что это такое вообще? это СВЧ, да. Это СВЧ, это болезненный процесс. Ну, конечно. Какие-то волны обжигают, прям ошпаривают. Какие-то прям как облако охватывает и проникает во все ткани. Да. И как я поняла, куда бы я ни обращалась в правоохранительные органы, прокуратура, Следственный комитет, полиция в городе Краснодаре, в городе Анапе, в городе Москве, обращалась в Генпрокуратуру. Все, как слепые и глухие, они все знают, они в курсе этого всего. Они сами это и Они делают. принимают в этом участие, говорят, что этим занимается ФСБ, потому что на балансе это оружие ФСБ. Структура, как вы поняли, что Да. Мы придаем огласке И этот ФСБ факт. Вступает в сговор с медработниками, людей отправляют в психушки, они прям доводят людей до психушки. И я так предполагаю, что там 50% здоровых людей у нас в психиатрических лечебницах. как вы выяснили? А вы как думаете, какая цель у них они преследуют именно в отношении вас, Лариса? Население истребляют. Это уже везде все об этом говорят. Конкретно вас. Конкретно вас, почему? Ну, я думаю, конкретно меня, но меня брат мой заказал, я так предполагаю. Потому что, когда было проникновение в квартиру, первый раз в Анапе в конце мая, Ага. он после этого позвонил и спросил, не отдам ли я ему одну из квартир. На что я сказала, нет, зарабатывай сам. Я ему и так оставила. То есть из-за имущества это Свою- материального характера Да. носит. Ну, получается так, ну, как вот, я не знаю, как Друзья, это наверное, есть. сказать. Ну, да. И Да, скажите. предполагаю, что не предполагаю, а уже точно знаю. В глаза чипы поставили, когда я ходила к офтальмологу. И ходила, когда на Рашпилевского удалять зуб внизу, мне поставили большим шприцом и большой иглой укол вверх. На что я возмутилась, и мне сказали, что по нисходящей будет обезболивание, анестезия. То есть это чип вам поставили Да, в зуб? потому что потом он мне опять поставил анестезию перед удалением вниз. Представляете, что Да. происходит? И очень много обращений ко мне о пси-терроре, как блогеру, чтобы вот Лариса тоже пришла, попросила нашей помощи, поддержки, придать огласке. Естественно, мы поддерживаем нашу соратницу Ларису Тарасенко, придаем огласке. Можете назвать фамилии прокуроров, следователей, к которым вы конкретно обращаетесь? Мы не Нет, не никакой реагирует. реакции, никакой реакции. Можно я добавлю? Добавляйте. У меня лично есть знакомый, Ага. вот он в партии Ротфронт состоит. Я его лично знаю. Он мне несколько раз мы с ним встречались именно по этому поводу. Он говорит, я не могу жить в Краснодаре, потому что вот точно так же рассказывал. Я думала, он, ну, что-то с ним не так, с психикой. Оказывается, это... О, нет, Тамара Николаевна, Как это сотни человек как пишут это можно мне. проверить вообще, есть чипы или нет? Как это вообще? Возможно это проверить? Это возможно, но только все доктора в сговоре. Только придешь, возьмешь... Так и доктора с ними в сговоре? Да, врачи, да. А, вот и прокуратура, и ФСБ, и доктора, всяком... Правоохранительные То есть это органы. страшная организованная преступная группа, которая из-за квартиры, из-за имущества может легко психушку посадить и забрать квартиру. Да. А я вам даже еще Они больше коронки скажу. ставят, По и в очереди. коронку ставят чип. Я даже больше скажу. Вот звонит ко мне периодически стоматолог. Придите к нам
на стоматологическое облечение. Ага. Я не иду, потому что я не доверяю, я не знаю, что за стоматологи звонят, что они там со мной будут делать. Тем более я активный человек. Ты уже на Да. счетчике. Ну вот знаете, товарищи, все смотрите, распространяйте это видео, знайте, что пси-террор набирает обороты в этой торговой коммерческой компании Российская Федерация, которая имеет цель новый мировой порядок. Это биометрия, это чипирование. Добавьте вот, что вы говорили, что вот молодой человек к нам пришел первый раз, потому что у него дети, он что переживает. я против чипирования, против там, медицинского вмешательства, которое сейчас в поликлиниках подписывают, и против тотального контроля. Понимаете, да, что если мы сейчас не встанем, Да, то весь мир уже зачипирован, кстати. Ну да, да. Осталась Федеральный только закон Русь. 323, это же вот ставит всю медицину под законодательство о том, что порог констатации смерти снижен с 32 пунктов до 8. И человек, попавший в бессознательном состоянии в нашей клинике, если родственник не кинется за 3 часа, не найдет своего родственника, группа поддержки. его просто могут разрезать на органы. А вот Просыпайтесь, обратитесь люди. к врачам, Татьяна Викторовна, что они творят? К врачам Граждане, обратитесь. граждане, Вы такие же все люди, как и мы. Сегодня нас, завтра вас, с вами сделают то же самое. Поэтому надо думать, что вы делаете и для чего вы делаете. К врачам Вы обратитесь. отправите на отдых своего ребенка, врачи. И с вашим ребенком могут сделать то же самое. Конечно. Да. Вы же не можете Врачи, врачи, прекратите вытворять беспредел над нашим народом, уничтожать его. Служить этой системе Служить этой оккупационной, системе провокационной. хавайской, Да, предательской системе, которая уничтожает. давайте. Существуют такие психонервопатологические интернаты. Они называются ПНИ, в которые фактически и попадают те люди, которые признаны немножко невменяемыми. Ага. Значит, и там как раз и происходят эти убийства, потому что там контингент меняется очень часто, очень часто. То есть ПНИ, называются они ПНИ, психоневрологические интернаты. Здоровые органы. Да, да. Представляете, что творится? Какой уже масштаб приобретает? Без судебного свидетельствования людей хватают на улицах, делают им инъекции, когда человек теряет ориентацию, осознанность. И просто врачами делается приговор, что он псих, ненормальный. Да. Особенно это применяют к людям одиноким и пожилым. Осознайте. Все, кто попал вот в такую ситуацию, кто осознает новый мировой порядок, который хотят нам навязать, электронно-цифровой концлагерь, каждую среду, каждую субботу приходите, Краснодар, улица Пирогова, 12, в 13 часов. Постоянно собираемся. Мы уже провели выборы народных депутатов СССР. Конституция СССР действующая. Это наш спасительный мостик выйти из этого правового поля торговой компании Российской Федерации, которая осуществляет огромный, скрытый, колоссальный геноцид, которая обманула всех нас, захватив власть в Российской Федерации. Поэтому, друзья, приходите, краснодарцы, просыпайтесь, если не мы, то кто? Да, идите на Кузнечную 27 и спрашивайте, зачем им нужна Лицензия на взрывоопасное, пожароопасное, химически отравляющие опасное, вещества. отравляющие. Сейчас в школе детей в обмороках забирают наркотик этот, как он, Да. СНС как-то. Вот. Снюс. Снюс, Да. да. Это все геноцид. Это их все работа. геноцид. Вот это распыление Здравствуйте. над нами всяких. Мы прибыли, Курганинск Поддержку. прибыл. Курганинск прибыл, поддержку. Ура, ура, ура. Товарищи, хватит спать, хватит думать, что все обойдется. Ничего не обойдется. Скоро беда к вам в двери постучит и вынесет вас вперед ногами. Да, она Да. уже По нашему постучала. умолчанию Она уже постучала. принимаются зверские антинародные законы. Надо выходить и протестовать против всех законов. А народ все молчит, а народ все спит. Просыпайтесь, ребят. Да. Хватит уже спать. Виталий Владимирович, вставайте. Сюда встаньте. Обращение у нас к народу, чтобы просыпались. Ну-ка, Курганинск. Ну, обычно всегда, как говорится, пока жареный петух не клюнет, да? Да. Вот, никто не просыпается. Но когда клюнет, уже поздно будет. Вот. Ну, всем надо просыпаться. Мы за 150 километров приехали. Не для того мы приехали. Да. Вот.
что нам делать нечего, или вот мы приехали для того, чтобы поддержать, чтобы люди просыпались, видели, что это такое. Флаг, где наш флаг? Давайте. Так поднимайте, разворачивайте советский флаг. Конечно. Так что, друзья, вот у нас еще Курганинск приехал. Что пожелание народу просыпаться? Депутаты, обращение к народу. Надо просыпаться, надо, что просыпаться. Вот видишь, народ как. Что делать на надо что народу? надеюсь? Я даже не представляю, что вот. Выбирать депутатов. Как нужно вообще людей убеждать или что. Живем нищие, все нищие. В самой богатой стране мира. Разворачивайте советский флаг. Давайте, разворачиваем. Мы пришли не просто так. Мы пришли с советским флагом. Мы для этой Российской Федерации, между прочим, на основании международных законов имеем. Да. Давайте сделаем фотографию общества. Давайте фотку сделаем. Ну все, друзья, заканчиваем. Мы сейчас еще будем снимать обращение о передаче народной власти Советом народных депутатов. Ура, ура, ура!